Ну что ж, друзья, я всех приветствую на первом шикарном, прекрасном онлайн-трансляции Инфобизпортала. И буквально несколько минут, которые я займу вашего времени для того, чтобы рассказать об идее, об участниках и, конечно же, о том, что сегодня вы будете слышать, вы будете видеть. Это самый важный... Буквально несколько моментов о идее Инфобизпортала. Вы знаете, в свое время мы мечтали создать портал, который будет приглашать людей, которые со всего мира будут делиться с нами о великих знаниях, о великих результатах, которые есть на нашей планете. И Инфобизпортал подготовил для вас специальных гостей, специальную информацию, которая поможет на 100% вам продвинуть свой бизнес, продвинуть свой бренд, свои знания и, конечно же, ваши результаты. И могу сказать, что наша задача Инфобизпортала прямо домой доставить вам прекрасную информацию, которая продвинет ваш бизнес, и 100% вы будете блистать на аренах вашей компании и нашей любимой индустрии. И буквально расскажу о участниках и основателях Инфобизпортала, потому что нужно каждому человеку знать, откуда, что называется, растут ноги и какие задачи у основателей, у людей, которые создали такой прекрасный Инфобизпортал. А именно, вы видите сейчас на своих экранах с правой стороны Саид Махмудов и вторая половина Анна Неш. Семейная пара, которые возглавляют международный онлайн-центр, лингвистический центр, который работает по всему миру. И как заявляет Саид, он говорит, что мы принесем для вас каждого человека, который вам интересен. Поэтому в свое время в нашем первом обращении мы спрашивали у вас, кто вам интересен, какие вопросы. И помните, тот главный вопрос, который задавали мы в первом, соответственно, нашем послании: если бы вы встретили человека, который зарабатывает $1 миллион в месяц, какой главный вопрос в жизни вы бы ему задали? И сегодня Шейна Морэнда будет отвечать на эти вопросы, потому что мы вас благодарим за то, что вы написали свои вопросы. А те люди, которые не успели или по какой-то причине не поняли, как это сделать, у вас есть сегодня возможность в чате написать свой личный вопрос. Что вас сдерживает в бизнесе? Какие у вас мысли? Что на самом деле происходит с вашим состоянием? Потому что специалисты, и в данном случае сегодня спикер, который является топ-чеком мира, человек, который строит свой бизнес в 35 странах, его структура сегодня исчисляется более 1 миллиона дистрибьюторов по всему миру. Друзья, вдумайтесь, более 1 миллиона дистрибьюторов. И, конечно же, его результаты феноменальные, которые отмечают, соответственно, во всех изданиях. И, конечно же, мы с Ламарой, Игорь и Ламара Жабины, участники Инфобизпортала, потому что в свое время Ламара задала такой вопрос мне, она говорит: Игорь, как сделать так, чтобы в России, в странах СНГ, в Украине, в Казахстане и во многих странах русскоговорящего интернета, MLM-бизнеса есть великие тренера, есть великие спикеры, есть великие сетевики, которые 100% могут дать возможность и ту информацию понести за океан. И мы, организаторы Инфобизпортала, гарантируем вам, друзья, что через некоторое время лучшие из лучших будут вещать уже на территории Америки по интернету. Вы, да-да, друзья, вы не ослышались, что вы будете обучать, именно рассказывать о своих историях, о своих, соответственно, победах, как вы этого добились, какими инструментами пользовались, потому что мы точно уверены, организаторы Инфобизпортала, что вам есть что сказать. И знаете, друзья, сегодня в течение времени в 20:09 начнет вещание Шейна Морэнда из своих прекрасных апартаментов, своего прекрасного кабинета из Канады.
Саид Махмудов будет вещать из своей прекрасной квартиры. И, конечно же, смотрите, в такой реальной ситуации. Но, обратите внимание, вам нужно взять листочки бумаги, где вы будете писать, где вы будете думать. Выключите все телефоны, выключите все, потому что та информация от того человека, который сегодня будет транслировать специально для вас, это великие знания. И действительно, каждый человек работает в той или иной степени. Кто-то больше в инфобизнесе, кто-то больше в офлайне. Но сегодня вам нужно освободить на какое-то время свой стакан, чтобы получить те знания, которые продвинут ваш бизнес, потому что вы инвестировали свое время, свои знания, и, конечно же, вы вместе с нами. Ну что ж, я прошу вас поприветствовать наших гостей, наших выступающих. Это Шейна Морэнда из Канады, Торонто, и Саид Махмудов. Встречайте, друзья! Спасибо! Привет! Привет, Шейн, привет! Привет, друзья! Вы на связи, ребят, все хорошо. Спасибо. We're ready, we're set on, we're ready to proceed. Let's begin. All right. Well, good morning or good evening, everyone. It's good morning here in Toronto, Canada, but good evening wherever you're calling in from or dialing in from in the FSU. Доброе утро. У нас в Канаде такое приятное солнечное утро, но вам добрый вечер, доброго времени суток. Неважно, где вы сейчас находитесь, я безумно рад всех вас видеть. I hope today in the short period of time that we have together, that it becomes valuable for you and it becomes valuable for your organization to grow your business bigger, better, faster, and even stronger than before. Я очень надеюсь, что вот тот короткий промежуток времени, который у нас сегодня выпало такое счастье иметь, поможет вам в развитии вашей организации, вашего бизнеса, безусловно. Я очень на это надеюсь. I want to thank Igor and Infobizportal for inviting me to participate in this conference, and also want to thank you, Said, for your translation. I know you're going to do a fantastic job here, and everyone's going to learn as a result of your translation. Thank you very much. Хочу поблагодарить с огромным удовольствием Игоря, Ламару, Инфобизпортал, а также, конечно, Аню, Саида, который сейчас вещает на русском языке и благодаря которому вы будете получать информацию на русском. Some people, I've been to the FSU, by the way, 2 times in the last 12 months, actually. It's 12 months, 2 times in the last 12 months. And I've noticed some interesting and very good things about the people in the FSU, especially when it comes time to network marketing. Знаете, самое интересное, в последние 12 месяцев, то есть за прошедший год, я побывать уже успел в странах бывшего Советского Союза уже 2 раза. И очень много увидел интересных, хороших вещей, заметил хороших вещей много. Особенно эти вещи были мною замечены по отношению к тем людям, которые занимаются сетевым бизнесом. I've traveled all over the world, but never before have I seen like everybody was taking, not some of the people. You know, in most countries, Saeed, some of the people are taking notes some of the time. In the FSU, everywhere that I went, in all 7 cities that I traveled to, everybody was taking notes all of the time. Самое вот то, что меня поразило больше всего, и Саид это лично знает, когда я путешествовал по 7 городам в странах постсоветского пространства, я заметил, что абсолютно все люди, с которыми мне удалось общаться, они все были очень внимательными и проявили буквально чудеса внимательности. Все были обращены ко мне и все делали, когда нужно, заметки. Более внимательных людей, чем люди, живущие в этих странах, я не встречал. And that's a good sign. It means that people want to learn and they want to grow and they want to build, and that's a really good sign. So today, I want to encourage you again with the short period of time that we're able to spend here, that you're able to take your notes, and at the end, you want to evaluate what were those notes worth, or how much are those notes worth to you. И вот я хочу заметить, дорогие друзья, что мне очень это нравится, что люди сами себя побуждают, мотивируют к изучению новых, интересных, полезных
для себя вещей, и мне бы было очень приятно, если вы во время нашей короткой встречи будете делать некоторые сноски, пометки, комментарии, а в конце уже вы сможете оценить, насколько информация, которая у вас на ваших листочках будет отображаться, полезна для вас и вашего бизнеса. Okay, Saeed, on my end, I'm hearing another translator as well as you, for some reason. Oh, really? That's not the translator, it's Igor's voice. He's like talking also. Is he translating too? I don't know, I'm gonna ask him. Я слышу также голос другого переводчика, кто-то там разговаривает. Чей-то голос на русском языке слышится. Я вот улавливаю чарующую музыку русского языка. Там кто-то еще переводит меня, что ли? Я говорю, нет, только я пока один перевожу. Everything is great. So in today's event, really, the goal is really to get some concepts that will apply no matter what business that you're in, whether you're in the travel business or pills and lotions or whatever your marketing business is. These concepts will help you build bigger, better, and faster. So that's the purpose of today. Now, the ultimate would be if you could take a few strategies and double your income in 2014. Вот я хотел с вами поделиться одной интересной мыслью. Вообще сегодняшняя цель, которую преследую лично я, а также Инфобизпортал, это поделиться с вами фундаментальными концепциями, которые помогут представителям любой сетевой компании, любого сетевого бизнеса, будь это бизнес в сфере услуг или будь это бизнес в сфере каких-то товаров, неважно какая компания, главное, чтобы вот эти фундаментальные концепции помогли абсолютно всем, кто сейчас здесь нас видит и слушает, достичь финансовых вершин в 2014 году. All right, so maybe we can go to the boards and like talk about maybe some of the most important questions or how we can start this event now. И я бы сейчас хотел ответить на самые важные вопросы, которые я получил. Вот, и мы, в принципе, уже сейчас будем начинать делиться очень интересной информацией. Okay, I got a list of questions here. All the questions. I'll start one by one. Okay. Я сказал, что я сейчас буду читать вопросы один за другим. Их очень было много. Мы благодарим вообще всех тех, кто прислал вопросы, и будем сейчас внимательно слушать ответы. Okay, so here is the first question. Первый вопрос. Just give me 1 second. Okay. We know that you have made a pause from MLM business once in order to become a business coach. Мы знаем, что вы сделали паузу в MLM бизнесе для того, чтобы стать человеком, который ведет тренинги, коучем. Yet 5 years ago you have returned to the MLM business. What fact or a story helped you change your mind? And in addition to the question, since many people leave network marketing without having achieved their goal, what do we need to tell them in order to make them come back? Or do we need to take this action? Or should we leave them alone and make them go by their own path? Let me translate it into Russian so that the people can hear the questions here. Ну, мы знаем, что вы были в MLM-бизнесе, но потом вы какое-то время практиковали коучинг, а также тренинги. Однако, спустя несколько лет вы вернулись обратно в индустрию сетевого маркетинга. Вот что вот вас заставило поменять свое решение и снова влиться в эту интересную индустрию? И в дополнение к этому вопросу, так как многие люди покидают сетевой бизнес по каким-то причинам, может быть, потому что они не достигают своей цели, нам стоит ли, как сетевикам, пытаться возвратить этих людей обратно, или, может быть, лучше сказать им успехов и просто наблюдать за тем, как они идут дальше, уже вне индустрии сетевого маркетинга? Done with translation. Let's proceed to the answer. Okay. Well, let's start off by. First of all, it's a great question, and I'll tell you my own story. I was involved with some of the top speakers and coaches and lecturers in the world, traveling around promoting their seminars. That's how my career started after the printing industry. So I was involved in the printing industry. I left the printing industry. I started working, promoting other people's seminars, some really big name seminars. Вообще, благодарю за очень такой интересный первый вопрос. Я расскажу вам о своей личной истории, как все началось лично у меня. Я занимался тем, что был промоутером, человеком, который продвигал различных международных знаменитых коучей и тренеров.
И все это началось как раз-таки тогда, когда я закончил свою удачную карьеру в издательском доме. Вот я был... So in that process, I did speak to a lot of network marketing organizations and teaching them, goal setting and time management. But there was never anything that I really liked in terms of what I saw for a product that I can attach myself to at that time. Я вот после того, как закончил свою карьеру в издательском доме, на самом деле провел очень много всяких различных тренингов, семинаров для разных MLM-компаний, но не хотел возвращаться обратно в бизнес, потому что не было на тот момент такого продукта, который бы меня заинтриговал и чтобы я захотел туда влиться. Then a company developed, and what they were doing was they were promoting personal development. They were promoting some of these speakers that I'd already been working with, and it was a network marketing company. So I started my career in network marketing, but the product was something I really loved. И вот, наконец, появилась интересная возможность, появилась компания сетевого маркетинга, продуктом которой являлся продукт по повышению личностного роста, то есть определенные курсы, методики по повышению личностного роста. И вот мне захотелось попробовать свои силы вот в этой компании. So maybe note number one they can take a note is fall in love with your product, like really love your product, or don't do it for the money, love your product. Yeah. И вот мой первый совет для тех из вас, кто занимается сетевым бизнесом, не занимайтесь сетевым бизнесом ради денег, любите свой продукт и делайте это исключительно из-за вашего продукта. So I love my product so much. But we have a little bit of a problem. I had to talk to 100 people to get 3 to take a look, and of the 3, only 1 would say yes. So I spoke to 100 people. 3 would be interested in my product, which was personal development, personal growth. 1 would pay money for that particular product. Ну, что мне не нравилось вообще в сетевом маркетинге на тот момент, это когда я общался со сотней людей, из которых 3 человека могли бы быть заинтересованы в моем продукте, и только 1 из этих вот всех людей бы прокупил его, то есть купил бы продукт. Это мне вообще не нравилось. I had never worked harder in my whole life, but I put together a team. I brought that particular company to Canada, and we started marketing in Canada, but I worked so hard, so hard. So many people said no. So many people said no. A few said we will look, out of 103, and then 1 would eventually join, but that was, I think, 3.5 years of struggle, not making a lot of money. И вот самое интересное, когда эта компания пришла в Канаду, она была новой для Канады, все было построено на очень упорном труде. Как я уже до этого сказал, из 100 человек только 3 интересовались, 1 делал покупки. Я никогда в жизни не работал настолько усердно, как в то время. The good part about it is I learned a lot. I learned about rejection. I learned to keep on going. I learned to, when I fall down, get back up. Fall down, get back up fast. But that company was eventually bought out by another company selling a service. And I used what I knew on the second company, and we broke every record in the history of that company. Самое интересное, это то, что в процессе этого сложного труда я научился справляться с возражениями. Естественно, были падения, но после этих падений были взлеты. И так все продолжалось до тех пор, пока эту компанию не выкупила совсем другая компания, куда в конечном счете я и перешел. Но там зато я научился использовать вот эти все навыки, которые я приобрел в работе с вот этой вот первой компанией, которая была лично. And the product was much easier to explain and much easier to introduce to people than personal development. Personal development is really complicated, or everybody needs it, nobody wants it. But we grew so fast because we had a system in place that the company could not handle the momentum and the movement, and so it imploded. It fell apart. And that's when my wife said, this is why I didn't do network marketing for 4 or 5 years. She said, no more network marketing for you. И вот хочу вам сказать, дорогие друзья, когда я начал бизнес уже во второй компании, продукт, который был куда более легким, чем курсы или программы по личностному росту, о нем можно было легче говорить, его легче было понимать. И тогда мои объемы и обороты достигли таких высот, что компания уже не могла просто справляться с таким объемом. Она не рассчитывала на такой вот завал
новых клиентов, дистрибьюторов. И когда в конечном итоге все развалилось, то есть компания распалась на несколько частей, жена моя сказала: все, хватит, никакого сетевого маркетинга больше. И вот я оставил индустрию сетевого маркетинга на 5 лет. Okay, now if you're listening to this call and you can relate where the wife or the husband says no more network marketing for you, you can put your hand up. Just wave your hand in the air because that's probably everybody has gone through that. Я уверен, что у многих из вас были такие коллизии, столкновения с родными, особенно если у мужчин с женами, у женщин с мужьями. И если те из вас, у которых такое было, вы можете прямо сейчас поднять свою руку, я вас пойму абсолютно, потому что у меня то же самое было в своей жизни. All right, and so that's kind of my story. I stopped in the network marketing industry for 5 years. I was doing consulting, speaking. I started a couple businesses. But you know, network marketing, once it's in your blood, it's in your blood. You know that it's a wonderful industry, and that people can really create wealth in network marketing, probably more wealth than anything else I can think of. So I eventually had to come back, and I found a product that was much easier, simpler, and we combined it with the systems and the infrastructure, and we've grown a successful business. И вот тогда, когда моя жена сказала «стоп», естественно, я прекратил заниматься MLM, начал вести тренинги, различные курсы, участвовал в других бизнесах, не имеющих отношения к MLM. Вот, спустя 5 лет в моей жизни появился определенный продукт, который стал для меня очень интересен. У меня уже были навыки, у меня уже была хватка, уже был определенный опыт, который я успешно использовал, и вот сейчас я здесь перед вами. All right, let's go to the next question. Давайте перейдем ко второму вопросу. Sure thing, конечно. Enough about me. Okay, not about you, huh? Только не обо мне, что вопрос. Так, the second question is, whom can you call as your mentor? We know you have read the Think and Grow Rich book by Napoleon Hill. How many times have you read it? Let me accompany with the Russian translation at the same time. Вот кого вы можете назвать своим наставником? Мы знаем, что вы читали книгу «Думай и богатей», написанную Наполеоном Хиллом, несколько раз. Но сколько точно раз вы ее прочитали для интереса? Well, first of all, remember my background is personal development. When I was 19, someone gave me a copy of that Think and Grow Rich for the first time when I was 19 years old. And so when I started, I read the book one time, I read it twice. Today I've read it 200 or 300 times. So many times I forgot. So Napoleon Hill has definitely had the biggest influence in the direction of my career, my energy, and everything that I think. A lot of it comes from exactly what's written in that book. Хороший вопрос. Вы наверняка уже знаете, что я особо фокусировался раньше на личностном росте, на продуктах личностного роста. И мне эту книжку подарили, когда мне было 19 лет. И с большим интересным таким моментом она повлияла практически на все, что у меня было в бизнесе. Вот. И я, вот к вашему, может быть, глубокому удивлению, прочел эту книгу больше 200-300 раз. Вот столько раз я читал книгу. So we'll come back maybe towards the end of the call on the topic of personal development, but it is a fundamental key. It is a fundamental key if anyone wants to be successful in anything, not just network marketing, but in anything. I would highly recommend that they read that book, and we will address that maybe towards the end of the call. И вот в конце нашей с вами встречи я опять возвращусь именно к теме личностного роста, потому что, по моему мнению, личностный рост это является самой главной основополагающей чертой для человека, который хочет стать лидером. Поэтому, конечно, я рекомендую всем прочитать эту книгу. Okay, so we'll go on to the next question. А теперь перейдем к следующему вопросу. We have lots of questions here. У нас очень много вопросов, и было очень сложно выбирать самый популярный, то есть люди, которые задавали один и тот же вопрос несколько десятков раз, конечно же, этот вопрос мы и выбрали. Так, okay, question number 3, вопрос номер 3. What factors of success must one have or work on his or her first years in the MLM business? Now, let me translate it into Russian too, so the listeners can hear the question. Теперь вопрос по-русски. Какие вот факторы успеха
должен иметь человек, или должен работать над какими факторами успеха человек во время своих первых лет в сетевом бизнесе? Вот самые первые год, два, три в сетевом бизнесе. Какие должны быть факторы? So, Saeed, I have an idea. How about I give everyone like $100,000 idea or maybe $1 million idea? Because that's an amazing question. That is a fantastic question. Agree. So, because yes, it's a good question. Not only is it a good question, but if they're paying attention right now, some are going to earn a lot of money if they understand the concept I'm about to explain. Саид, у меня такое предложение к тебе. Переведи, пожалуйста, нашим дорогим гостям. Что если в ответ на этот очень классный вопрос я предоставлю людям концепцию, которая, если взять ее оценивать как-то в рамках денег, она может стоить $100 тысяч или $1 миллион. И если людям это интересно, то обязательно пусть приготовят свои листочки и ручки, потому что сейчас я буду рассказывать об этой концепции. So whether it's your first year or your 10th year or your 20th year or your 50th year in the industry, this is going to apply to everyone that you can start right now. If you're not already doing this, you need to start it immediately. So get your pen and paper ready. As a matter of fact, get 2 pens ready and a piece of paper in case one runs out. There you go. Если вот вы находитесь в вашем бизнес-проекте, в вашей компании первый год, либо 2 года, либо 3 года, либо 10 лет, либо 20 лет, а если есть те, кто вообще 50 лет в MLM-компании своей находятся, то эта концепция поможет равнозначно всем вам. Поэтому, пожалуйста, приготовьте ручку, а лучше даже 2 ручки и листочек бумаги, чтобы записать то, что я сейчас вам расскажу. When I first heard the concept and I started following this principle, I thought in my mind, that's a $100,000 idea. When I implemented and started using it in my life in growing the business, I thought, no, it's $1 million idea. But today, it's a multi-billion-dollar concept. Same concept, but in my mind, the value is extraordinary compared to where I thought it was the first time I heard it. И вот когда я впервые в жизни об этой концепции услышал, я сам себе сказал: ух ты, эта вот штука, она стоит $100 тысяч. И вот спустя определенное время, когда я стал ее воплощать в жизнь, я сказал самому себе: нет, это стоит $1 миллион. И вот сейчас, уже оглядываясь на проделанный мною путь, и естественно, смотря с улыбкой на вот эту вот концепцию, я говорю себе: эта штука стоит просто целое состояние, миллиарды долларов. И сейчас вы о ней услышите. Okay, if you're ready, just say I'm ready. Если готовы, дайте знать в чате нашей дорогой техподдержки, что вы готовы. They're now typing their answers on the Type. chat. I want to be able to hear them from Canada. И да, так стучите по клавишам, чтобы я слышал вас прям из моей любимой страны Канады. Like I said, some are going to make a fortune as a result of something so simple, but some are going to miss it. I'm just telling you right now, some are going to see it, the lights are going to come on, and some are going to miss it. Because they're going to say it can't be that simple. Я вот заранее хочу немножечко, так, с сожалением, друзья, отметить, что вот не все из вас смогут воспользоваться зерном этой информации. Кто-то из вас обязательно достигнет успеха, а кто-то, может быть, не достигнет. Конечно, я желаю, чтобы у всех получилось, но это фактор индивидуальный, и мне очень хочется, чтобы все извлекли максимум пользы, поэтому будем стараться. 3 lines, but one concept. There's 3 lines I'm going to explain, but one concept. 3 предложения. Всего лишь 3 предложения, но одна концепция. Я вам ее сейчас объясню. Line number 1. Create a few simple actions. Первое предложение. Создайте несколько простых вещей. Okay, create a few simple actions. I'm going to give everyone some time to write it down, but create a few simple actions. Я вот вам дам несколько тоже секунд, чтобы вы успели записать. Создайте несколько простых вещей, в скобках действий можно написать. That can be duplicated by a large group of people. Которые могут быть дуплицированы огромной группой людей. Okay, that can be duplicated by a large group of people. Которые могут быть дуплицированы огромной группой людей. And the third line is over a consistent period of time. Over a consistent period of time. И третье мини-предложение в течение большого промежутка времени, постоянного промежутка времени. Okay,
So I'm going to do the whole thing all together so that everyone can see the concept, but you create a few simple actions that can be duplicated by a large group of people over a consistent period of time. And whether it's your first day in the business or whether it's your 40th year in the business, if you follow that concept, you could produce for yourself a fortune. If you misappropriate that concept, or if you're doing the opposite, of the you will struggle for many, many, many years. Друзья, это очень простая концепция, я еще раз ее на русском языке озвучу. Нужно создать несколько простых вещей, которые могут быть дуплицированы большой группой людей в течение долгого промежутка времени. Если те из вас, которые могут эту вещь, эти три фундаментальных вещи сделать неправильно, или перепутать, или, может быть, где-то не доделать, то сразу вам хочу сказать, что вы будете бороться с результатами от этого перепутывания или недоделывания очень-очень много времени. Имейте это в виду. And so for the brand new person that's just getting started in network marketing, whatever your product or service or whatever you're marketing, you have to create something that is so simple that you can do it. So simple that you say, I could do that, and you create a few simple steps that you can do yourself first. И вот даже если у вас есть люди, или вы просто сами являетесь человеком, который, может быть, не совсем успешен или не совсем хорошо знает индустрию сетевого маркетинга, или вы лидер, а у вас есть люди, которые не знают индустрию сетевого маркетинга, создайте в первую очередь для себя, а потом уже, естественно, и для них эти несколько ступеней, эти несколько вещей, которые настолько просты, что любой человек сможет их делать, абсолютно любой. Неважно, в каком вы бизнесе находитесь. Once you create something very simple that you can do and you can produce a result, even if you're making $1 or $2 or $10, that you can do it. Now, once you can create those few things, not a lot of things, half a dozen things, no more than a half a dozen things, very simple, that you can do, you're producing results. Now, you want to teach someone else to do the same thing, because if you can produce results, then you can teach someone to do the same simple steps. If it's complicated, there's zero chance they're going to duplicate. If it's complicated, because sometimes people, they think too much. They want to complicate it and look really smart. But when they complicate their actions, the people say, you're smart, but I could never be like you. You're so smart, I could never be like you. And so they don't do anything, and you have no duplication, and you go out of business. Очень интересный момент. Нужно, чтобы вот эти шаги, эти вещи, этот алгоритм состоял из очень простых вещей, которые вы можете сделать. Не больше 6-7 штук. Вот. И когда вы сами почувствуете, что у вас это все хорошо получается, четко и отлажено, тогда можно с уверенностью сказать, что вы сможете обучить таким же вещам другого человека, потому что не все люди могут быть настолько гениальны вы, дорогие участники нашей сегодняшней конференции. Вот. Люди, которые не смогут выполнить механизм, если он построен сложно, вами же, да, они не смогут его повторить и скажут, ты гений, но я не могу так. Поэтому постарайтесь, чтобы ваш механизм был максимально простым, тогда он будет максимально прост и для других людей тоже. So as you start to present your idea or your concept or something that you figured out that is very simple to do, and you start sharing with 3 or 4 people or 5 people or 30 people, if one person in the room says, I can't do that, then you failed. Then it's not simple enough. You've got to come up with something so simple that everybody can do. Okay, so there's the first line. It can be duplicated by a large group of people. Everybody's got to be able to do whatever you're teaching for them to do, if that makes sense. Можно интересным образом проверить вот эти вот вещи, которые вы для себя создадите впоследствии, да? Можно пригласить, например, в одну и ту же комнату 5, 6, 10, 20, 30 человек и просто рассказать этим людям об этих вещах. Не о проекте, не об MLM-бизнесе, не о вообще каких-либо возможностях, а просто об этих вот шагах. И если кто-то из этой аудитории скажет, извини, я тебя не понял, то значит получается, что вот этот вот сам момент, он был упущен, то есть система не работает. Вся загвоздка в том, чтобы все абсолютно люди, которых вы знаете, чтобы они смогли эти шаги сделать. Неважно, там речь идет о бизнесе или еще о чем-нибудь. Если эти шаги понятны, значит вы победили, значит все хорошо. So in conclusion, here's the concept, and one more time, and I'll try to put some application on it. You create a few simple actions that you can do and that you can show a large group of people. Everybody can be able to do what you're doing. And
you can do it together consistently over time. You can keep doing it and doing it and doing it over and over and over and over and over and over, and that is the formula for great wealth for individuals, even if it's your first year in the business. Даже если это вы и в своем первом году, да, в бизнесе, то есть это ваш первый год в MLM-проекте, очень важен фактор постоянства. Вот как только мы нащупаем вместе с вами самые главные шаги, простые шаги, которые могут быть дуплицированы огромными массами людей, наша задача будет заключаться в том, чтобы помогать этим людям делать эти шаги постоянно, 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 до тех пор, пока вы не почувствуете, что вы действительно добились огромного успеха в том, что вы делаете. Let me give you the opposite, so we'll give everyone some contrast. Let's say, for example, that you're marketing, let's say your product is a health and wellness product, that it does all kinds of fabulous things, okay? What not to do. Okay, go ahead, yeah. Вот, а теперь вот, ну, для интересного контраста, давайте я вам такую информацию предоставлю. Представим, что у вас есть какой-нибудь продукт для здоровья. Вот, сейчас представим, что у вас есть продукт для здоровья. И что вы не должны будете делать, если у вас, например, есть такой продукт? Okay, let's say it's and I believe if it's in the network marketing industry, it has to be a superior product, or it would not be in the industry, okay? So we'll assume that the product is wonderful, but here's what not to do. If there are millions of pages of data that back up that it's a good product, don't go into that. It's too complicated. You know, you don't become a doctor. You know, imagine this, come to my network marketing company, but Saeed, before you join, you've got to go 3 years to become a doctor so you can explain what the product will do. That's not simple. That's too, but most of the distributors out there that are struggling, this is exactly what they're doing. They're spending way too much time on the complicated. Yes, it's true. What they're saying is true, but the person who they're talking to says, oh my God, I could never do what you just did. It's going to take me years, so I'm not going to do it. You see, can you see the contrast? Right. Вот очень интересный момент. Когда вот представляю, что вашим продуктом является что-нибудь для здоровья человека, ну, естественно, по умолчанию, я вот говоря об этом, могу считать, что этот продукт, он классный, иначе бы, в принципе, его бы не было бы в этой компании вообще. И вот какая самая интересная ошибка людей, которых, ну, лично я знаю, и которые постоянно возникают время от времени у меня на глазах. Люди тратят слишком огромное время на детальное, глубокое изучение продукта, будто бы они являются какими-нибудь докторами медицинских наук и так далее. И когда они проводят презентации человеку-новичку, они дают очень огромный такой пласт информации, иногда даже глубинной медицинской информации. И это пугает человека, который слышит такого презентера. Он будет думать, ну я так не смогу, конечно, рассказывать. Круто. Поэтому, когда вы будете, например, делать презентацию о каком-то продукте, не слишком вдавайтесь в миллионы миллионов страниц информации об этом продукте. Поймите базовую концепцию и базовую ценность того, что вы продвигаете, и у вас все будет классно. So intuitively, it might not sound right, you know, for people that are listening saying, well, I have to know about the product. No, you don't. If you like it, let someone try it. If they like it, they'll ask for more. Relax. If you get complicated, the person will think you're a smart person, but they're not going to join your business. И вот я понимаю, что вы сейчас думаете, да ну как это так вообще возможно? Надо же знать информацию о своем продукте. Да, вы правы, и я с вами соглашаюсь. Но не нужно делать свою презентацию потенциальным партнерам настолько усложненными техническими моментами, чтобы человек подумал, ух ты, я так не смогу, эти все выражения, там, 10-этажный, эмульгатор лецитин и так далее, мне не получится. Поэтому вы произведете впечатление как специалист, знаток продукта, но люди могут не пойти за вами, потому что было слишком много информации, которая могла бы быть опущена. The same can be said for whatever your compensation plan is. I've seen compensation plans where there's 5 ways to get paid. I've seen 6, 7, 8, 9, 10, 15 ways to get paid. But the biggest mistake you could make is try to explain in one breath all 15 ways to get paid. That is ridiculous. Show someone a few ways that they can make money right now.
in the business. And then they can learn as they go, but don't show the 15 ways. It's too complicated. It cannot be duplicated. So give them small baby steps to take so that they're producing at least a small result, and then they can grow from there. Еще одна интересная ошибка, которую очень часто люди на моих глазах делали, это когда они рассказывали о компенсационном плане или маркетинг-плане. Я видел разные в своей жизни маркетинг-планы. Там было 5, 6, 7, 8, 15 видов дохода. И люди на презентациях, чтобы показать солидность, чтобы показать, что компания классная, они начинают говорить обо всех видах дохода сразу. Это неправильно. Слишком огромный настил информации. Скажите о 2, о 3, об одном виде даже дохода. Вам эта компания нравится, вам продукт нравится, вы уже будете светиться, и не нужно рассказывать обо всех видах дохода. Человек нуждается в маленьких таких шажочках детских, потихонечку. Если сразу огромный объем информации на него выльется, он может просто в ней утонуть. So whatever your product or service is, keep it simple. Do something that you can do to earn income, start teaching it. Whatever your compensation plan is, keep it simple. 1, 2, 3 should be enough for someone to make a full-time income. 1, 2, even if they have 15 ways to make money, if the first 3 ways, if they can at least start making some income, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 ways, it doesn't matter. Focus on the little so that they can get started and making money in the business, and that's what it's all about. Поэтому, если вдруг вот в ваших компаниях есть несколько разных видов получения дохода, не концентрируйте внимание потенциального партнера на всех этих видах. Пусть лучше он узнает об 1, о 2, о 3 видах дохода, которые уже сразу могут помочь ему зарабатывать деньги. Пусть даже и понемножку. Но это будет намного лучше, и человек уже потом сам будет интересоваться и углубляться в маркетинговые подробности. Сделайте так, чтобы все было максимально просто. Это и есть мой девиз. Максимально просто. So some people, when they go out and promote their business, they want to be smart. They want to be, because it's about me. It's about, no, it's not about you. It's about the person you're talking to. Can they do it or can they not? And so here's the question that you want to ask. You know, there's something called an ego, and I don't know what your translation is going to be, but someone, you know, their ego. And then you have on the other hand, so you have the ego here, ego over here, and you've got what's called a bank account over here. And one day you've got to make a decision. You want to have a big ego and a low bank account, or a low ego and a big bank account? That's decisions over back to the individual person who's listening to this webinar today. И хочу вот еще интересную вещь, друзья, заметить, что, опять повторюсь, простота должна быть максимальной, и это должен быть ваш девиз, как он и был и моим девизом. Вот, и старайтесь, ну, конечно же, у нас у всех есть такое очень интересное чувство, как себялюбие, все мы хотим казаться умными, интересными, вот, но вопрос в презентации, когда вы презентуете себя, вопрос не в том, какой вы классный или какая вы классная, а в том, насколько способны будут люди сделать то, что делаете вы. И есть такое понятие, я сейчас не знаю, как переводчик это переведет, но мы называем это эго, но по-русски это то же самое, эго. И если сравнить 2 вещи, то есть взять человеческое эго, ваше эго в данном случае, и взять на вторую чашу поставить банковский счет. То есть вот эго и банковский счет. И что должно в итоге перевесить? Я бы, конечно, хотел, чтобы перевесил все-таки банковский счет, а не эго. Вот. И, естественно, самое важное для тех из вас, кто сейчас слушает данный вебинар, концентрируйтесь, естественно, на вашей цели. Не на том, как умно вы звучите или как классно вы выглядите, а на том, насколько проста ваша информация и насколько она усвояема теми, кто вас слушает. But remember, it starts with you. It starts with you. You have to develop a simple method of operation that is so simple that you could make money. So simple, whatever it is, it's got to be so simple so that when you explain it to your friends and to people that you know, like, and trust, when they hear what you're doing, they're going to be saying, Saeed, I could do that. Even I can do that. And you want everybody saying that. You want everybody saying, I could do what you just did. And that's how you're going to build a large organization. Я еще раз хочу повториться, чем проще ваши методы, чем проще то, что вы делаете,
тем больше будет вероятность того, что все люди, кто будет в вашем окружении, будь это новые люди, будь это те, кого вы уже знаете, они смогут это продуплицировать, они смогут повторить ваши действия. Поэтому запомните, дорогие гости, все начинается именно с вас. Чем проще ваш подход к бизнесу, тем больше он будет усвояем теми, кого бы вы хотели видеть в вашей структуре вместе с вами. Okay, I don't know how long we've been talking about this topic, but whatever notes they've taken, okay, some who are listening to this webinar are going to create a fortune for themselves and their families for generations to come. And some on the line who are listening are going to say it cannot be that simple. It's got to be more complicated. And those are the people that are going to struggle, and they're going to struggle, and they're going to bang their heads, and they're going to quit, and they're going to go to another company, and they're going to quit that company, and they're going to go to another company. And the thing is, they may make a little bit of money. They may make a little bit of money doing something complicated, but they'll never create a large organization that will, withstand the test of time. Я сейчас в таком энергетическом экстазе рассказываю об этих вещах и не совсем уверен, сколько времени мы уже проговорили об этом и сколько вещей вы записали, дорогие друзья. Но опыт подсказывает мне, что наверняка среди тех из вас, кто сейчас нас слушает, будут те люди, которые скажут: да, точно, чем проще то, что я делаю, тем лучше это будет усвоено потенциальным партнером. Ну, конечно, могут быть и те, которые скажут: нет, пусть будет какой-то элемент сложности, пусть чуть посложнее, но зато, может быть, по моему мнению, будет это интереснее. Я уверен, такие люди будут. Просто вся интересность этой ситуации в том, что те люди, которые будут стараться немножечко усложнить свой подход или как-то разнообразить, или сделать больше информации, не будет огромного успеха в этом. Да, будет заработок, будет доход определенный, но это будет просто каплей в море по сравнению с тем успехом и с тем доходом, который можно извлечь, если вы оперируете просто простыми вещами, абсолютно простыми. So your question might be, can a 12-year-old, can I teach a 12-year-old to take these few simple steps? Can I teach a 12-year-old? If the answer is no, don't do it. Take it out of your steps. И вот если еще один интересный момент проверки, если хотите проверить, как работает ваш метод, то спросите себя: могу ли я научить 12-летнего ребенка этим шагам, этим вещам? Если ваш ответ нет, то выбросите эти вещи из списка простых шагов, которые вы намечаете для себя, и создайте что-то новое. All right, let's go on to the next question and make everyone some more money. Давайте перейдем к следующему вопросу, который поможет людям еще больше заработать денег. Certainly. Room there, if they can just put a why, if they like to make money, a little bit. Ask everyone to put a why, one why, if they like to make a little bit of money. One why, if they like to make a little bit of money. Okay, but with your permission, I'm going to ask them to do that in the Russian alphabet because it's not everybody that is familiar. Whatever the why is. Okay. Pick a letter. Okay, got it. Дорогие друзья, вот, для того, чтобы немножечко размять наши пальчики и суставы, напечатайте, пожалуйста, в чате, те из вас, кто хочет в 2014 году заработать реально большие деньги, напишите слово «я» просто в чате. И просто очень интересно знать, сколько человек хотят заработать реально большие деньги в 2014 году. Okay, now they're doing it. I'm assuming they're doing it. Yeah. Okay, tell them they can't participate twice, only one time. Now I want you to put 2 of those letters, or 5 of those, or 10 of those letters, if you want to make a lot of money. But you can't have both. You either want to make a little bit of money or a lot of money. So if you've already answered, you can't answer twice. А теперь те из вас, кто не написал слово «я», не написал букву «я», вопрос вам. Вы хотите заработать еще больше денег, чем те, кто до этого поставил букву «я»? А те, кто написал букву «я» до этого, больше уже не могут писать «я». У вас уже, дорогие друзья, поезд ушел. Okay, I saw that guy there, Sergey. You're gonna have to leave the room. He's answered twice. Человек по имени Сергей написал слово «я» 2 раза, поэтому, пожалуйста, выйдите из комнаты. Мы шутим. Мы так шутим. Он меня так тоже часто выгонял из чата, поэтому все отлично. I said that was removed from the chat once, like this guy, so everything is fine. Друзья, мы переходим к следующему вопросу. Как обычно в нашем, уже по традиции, да, вопрос будет читаться на английском, потом будет перевод на русский язык. Alright, the question number 4. Can I just, before you answer question number 4, can I just make a little comment?
if they're enjoying this webinar so far, if they are getting a little bit, and especially after the webinar, it's important that they contact Igor and yourself to thank you. If they liked it, then to at least send a little note, thank you, we liked it, and maybe you can have other speakers on in the future. But I think what you're doing for the industry is a fantastic idea, to bring the industry together. Yes, thank you very much. Перед тем, как переводчик озвучит следующий вопрос, я бы хотел попросить вас, дорогие гости, написать обязательно на электронную почту Инфобизпортал @gmail.com Игорю, Ламаре, Саиду и Анне какие-то пожелания, вопросы, либо, если вам понравилось, расскажите, что именно вам понравилось и где было максимум пользы. Мне тоже будет очень приятно, потому что я тоже буду видеть эти сообщения и буду иметь удовольствие общаться с вами, и не только сегодня, а еще в ближайшем будущем также. It's done, and let's proceed to the next question. Okay. Так, ну, мы переходим к следующему вопросу. Так, следующий вопрос у нас очень интересный. Так, сейчас, секундочку, друзья, у нас очень много. There is a competitive spirit in the network marketing, as well as in sports. Have you ever experienced that spirit in your business path? Let me translate into Russian so that people can hear it too. В сетевом бизнесе, как и в спорте, присутствует дух соперничества. Вот у вас, в вашей бизнес-карьере, вы испытывали точно такой же вот дух соперничества или нет? So, first of all, I did play semi-professional sports. I played hockey. As a matter of fact, the next time I come to Russia, my condition, and I'm speaking to my assistant, that they have to book an arena for 2 hours, and we're going to have a hockey game, and that arena has to be booked before I agree to come. So I love hockey. I'm hoping for a Canada and Russia gold medal match. We'll be watching that. I'll be in Mexico watching that. But yes, what your question is good. There is definitely a competitive spirit, and I'm going to show you how to take that competitive spirit and use it to your advantage to grow a large business. Классный вопрос. Очень интересно, что очень много людей задали один и тот же вопрос, но разными словами. Честно признаться, у меня был дух соперничества и не только в бизнесе, но и в спорте, потому что я сам профессионально играл в хоккей. Я из Канады, а Канада и хоккей это как синонимы уже сейчас, как вы понимаете. Очень хочу насладиться самым классным, вкусным матчем по хоккею в Олимпийских играх между Канадой и Россией. Буду болеть. Только вот болеть я буду из Мексики, очень солнечной страны Мексики. И я очень скоро планирую приехать в Москву. Вот, и, естественно, планирую повидаться с теми из вас, кто сейчас здесь у нас в гостях, и у кого будет возможность это сделать. Вот, и, естественно, может быть, будет возможность поиграть в хоккей всем вместе на льду. Так что я буду очень рад это сделать. Okay, so but here's the thing. Work ethic and practice and practice and practice and practice. It's no different in. I'll use hockey because I know hockey very well. But in sports, you got to practice. You got to practice over and over and over and over and over. Every day you've got to be committed, or you've got to get out. Network marketing is no different from that standpoint. From the standpoint of personal effort, you've got to work hard. You've got to work. It's called network marketing. It's not net slack off or net play marketing. It's network marketing. So you must work hard just like you do in developing your skill to become an athlete. Вот я говорил уже до этого о принципе постоянства, что все должно быть системно и постоянно. В спорте для того, чтобы добиться результатов, обязателен фактор постоянства. Вы не должны бросать тренировки для того, чтобы достичь успеха. В сетевом бизнесе такая же картинка. Если взять английское слово network marketing и перевести его на русский, то net означает сеть, а work означает работа. То есть там не будет каких-нибудь других слов, например, как выразился я до этого, net slack off marketing. Slack off в английском языке означает бить баклуши. То есть там именно стоит слово work, что означает по-русски работа. Поэтому нужно, конечно, постоянно работать. И если будет фактор постоянства, то вы просто обречены на успех.
You can have the best company, the best product, the best pay plan, the best system ever developed. But if you're not working, you're not going to make any money, period. So the competitiveness in the work is you want to compete with yourself. How hard can I work today? What can I do today to advance whatever the goal is for that person? Every single day. They need to take some kind of an action that's going to move them forward in their career. И отвечая на вопрос о соперничестве, в первую очередь самым главным соперником для вас в вашем бизнесе должны быть именно вы. То есть смотрите на себя, смотрите, что вы делаете каждый день, и старайтесь сделать то, что вы делаете, еще больше. Старайтесь быть соперником самому себе или самой себе. То есть это в первую очередь очень важно, чтобы вы чувствовали, что ваши результаты и ваши действия, они не просто становятся более эффективными, но еще вы их делаете еще и больше в количественном формате. Поэтому вы сами это и есть ваши большие соперники. Here's a concept for all the athletes out there. I'll give you a concept that you'll be able to relate to. Я вот вам сейчас дам концепцию, которая говорится всем спортсменам, которые занимаются спортом. И давайте сейчас я с вами поделюсь этой концепцией, если есть возможность, запишите. I know it works because this is what I did. Я знаю, что это работает, потому что я сам это сделал. И вот я здесь. I would call up some friends and some colleagues and some people and I would say, hey, I'm just starting with a new company. I'm just getting started with a new company. Can you come over because I'd like to practice my presentation on you. I just want to practice my presentation. And so they say, yeah, sure, we'll help you out. Come and, they have no intention of getting started. But then I would do the presentation over and over, and I got so good at it, people will start signing up. People will start get into the business. Очень интересный способ сработал для меня, когда я начал заниматься сетевым бизнесом. Я поступал так. Я звонил друзьям, знакомым, близким и говорил им: ребята, я начал заниматься интересным бизнесом, и я в этом бизнесе должен общаться с людьми. А для того, чтобы общаться с людьми, мне нужно попрактиковаться, потренироваться. Вы можете со мной встретиться, чтобы оценить мои навыки ведения презентации? Для практики, для помощи. И люди приходили, они меня слушали, и я практиковал каждый день, практиковался, до тех пор, пока люди не стали подписываться в мой бизнес один за другим. Okay, so practice your presentation, practice the simplicity, practice over and over and over. I practiced with my cat when I got started. When we learned the system, I started talking to my cat, hey, what do you think about this? And then he would meow back, and I practiced in the mirror, I practiced with my friends, I practiced with people that were never going to join my business, but I would practice so that way, when it came to game time, it was like, oh my God, it's so smooth, but because I practiced so many times, the same thing over and over again. И самое главное вот в этом, да, чтобы вы постоянно работали над собой, постоянно упражнялись в навыках ведения презентации, постоянно это делали и до тех пор, пока вы не будете это делать с закрытыми глазами. Самое интересное это то, что некоторые люди практикуются, упражняются в этом навыке, смотря на зеркало, на самого себя или на саму себя. Вот я, например, это делал, упражняясь с кошкой, я общался с кошкой, я рассказывал своей кошке презентацию, она в ответ мяукала, и у меня мой навык повышался. Вот, поэтому упражняйтесь в навыках ведения презентаций до тех пор, пока уже, когда вы будете в игре, в самом этом бизнесе наслаждаться результатами, чтобы у вас была полная автоматизация, чтобы вы не смотрели на листочки, на подсказки, а чтобы на одном духу говорили то, что вы чувствуете, то, что нужно говорить. Now here's what not to do. I'm going to give you something. Okay, practice is what to do. Practice. Keep it simple, but practice again and again. So that way when you go to do it, it's so simple and it flows and everybody thinks you're a professional. Yeah. Here's what not to do. Do not compete with your organizational team members. Don't compete with them. Put the spotlight. Let them be the star. Let them be the superstar. Let them be the superstar. Don't compete. If you're competitive, you're going to want to compete because someone's rising faster. You're going to want to go and compete with your own team. That's a mistake. Okay, that's a big mistake. Put the spotlight on your stars and let them shine. А теперь самое главное, я вам сказал, что нужно делать. Это, естественно, первый важный шаг это был: сделайте все ваши действия максимально простыми. Вторым шагом это была постоянная практика, упражнения в ведении презентаций. И самое главное, вот что не нужно делать, я от души рекомендую вам, не делайте этого.
Многие люди на моих глазах это делали, и многие проваливались. Ни в коем случае не соревнуйтесь, не соперничайте, не перетягивайте одеяло на себя в каких-то гонках с людьми, которые также в вашей компании. Например, в параллельных ли ветках, либо еще где-нибудь. Не сосредотачивайте внимание на их результатах или на их действиях. Сосредоточьте ваше внимание на ваших дистрибьюторах. Сделайте так, чтобы эти звездочки воспарили в небо и начали сиять, и вместе с ними будете сиять и вы. Это мой очень большой совет вам, дорогие друзья. All right. So we're on a roll here. Keep going. There's your competitiveness question. Be competitive, of course, but don't compete with your team. Вот, и это очень классный получился вопрос. То есть обязательно, конечно, пусть у вас будет дух соперничества, но не по отношению к тем, кто работает вместе с вами в одной компании. Работайте именно с самим собой, соревнуйтесь с самим собой и фокусируйте внимание на людях, которые у вас в команде. То есть помогайте развиваться их бизнесу и не смотрите на то, как развивается бизнес у кого-то в параллельных ветках и так далее. We have like 20 minutes before the corporate call starts, and I think we need to work on the leadership thing. I've got half an hour, so we're good. We're okay. I'm watching the clock. Я знаю, что у господина Морэнда очень занятой график, мы с ним прорабатывали уже этот момент, и буквально у него остается полчаса только, и он также приготовил интересные вещи по личностному росту, по лидерскому воспитанию. Вот. И сейчас я у него поинтересуюсь, есть ли у него время на еще один последний вопрос, а потом, естественно, уже будем переходить к обучающей части. Do we have time for one more question, so then we can proceed to the education? Okay. Ну что ж, есть время на еще один вопрос, дорогие друзья. И я сейчас буду этот вопрос зачитывать. Их очень много, тут у меня не помечены, поэтому у меня нужна маленькая пауза. I need to have a little pause to select the question, because there's a bunch of them. If it is okay. Yeah. And again, the questions that we're really interested in, Saeed, are the questions that a challenge that they may be having that's preventing them to go to the next level of their success. If they can come up with a question that says, I'm having this challenge, and if I can solve this challenge, I can go to the next level of success, that's the best kind of question. Самое интересное, друзья, если у вас есть какие-то препятствия или какие-то проблемы, но что-то мешает вам достичь успеха, обязательно потом пишите ваши вопросы или ваши мини-истории какие-то о том, что вам мешает в данный момент. Потому что я вам хочу сказать, что у нас еще будут встречи, я вот от себя добавляю маленький секрет для тех, кто сейчас вместе с нами, и будет фокусировка именно на ваших проблемах уже, на индивидуальных проблемах, на групповых проблемах, на общих проблемах. Обязательно, чтобы мы были в курсе, что у вас на душе. Инфобизпортал @gmail.com наш электронный адрес. Поэтому пишите, дорогие друзья. I have just announced the people that they can address us, the problems and challenges they face, so we can answer them later on. Так, ну, очень много вопросов. Я сейчас, дорогие друзья, буду смотреть те, которые отмечены. Так. Очень интересный вопрос здесь есть. Dear Shane, did your friends trust you when you first spoke with them about the intentions to join the multi-level marketing business? And when was the exact time they decided to join you? After what words, after what sentences, after what actions did they go after you? As per our tradition, let me interpret the question to Russian so they can hear it. Вопрос по-русски. Очень интересно, мне тоже понравился. Дорогой Шейн, вот когда друзья поверили в вас и пошли за вами в ваш MLM-проект, вот что вы им сказали, какие слова, какие предложения, какие вещи вы делали, чтобы близкие вам люди не смеялись над вами, а именно пошли за вами в проект, в котором вы на тот момент были? I just want to laugh at that question because the answer is 100% of my friends thought I had lost my mind. Okay. Not some of them, not a few, all of them thought you are crazy. You have just lost your mind for sure. They thought I was crazy. All of them. 100% количество моих друзей, все абсолютно, кого я знал, все подумали, что я сошел с ума. То есть они все сказали: Шейн, ты действительно помешался, у тебя не в порядке с головой. И первая их реакция была очень негативная.
Because when I started, again, like every distributor is going to start with nothing. Every distributor, when you go into a business, you don't have necessarily the tools, you don't have maybe the products, you don't have a lot of money in the bank, you don't have maybe the success pattern, and that's where I start. But my dream and the vision of what I wanted to create was so big. It was like, we're going to fill stadiums. We will fill, and that's when they said, you have lost your mind. You don't even have any product. What are you talking about? You're going to fill stadiums, right? So that was the feedback. So for the first part of the question, everybody said, including my wife, I think you've lost your mind. И повторюсь еще раз, 100% моих друзей сказали, ты сошел с ума, даже моя жена это сказала мне. Я носился по своим друзьям и говорил, ребята, мы будем собирать стадионы. Хотя на тот момент не было ни продукта, ни веб-сайта, да ничего просто не было. И люди мне говорили, парень, да ты чокнутый, у тебя даже этого нету, ничего, а ты тут бегаешь и орешь, что вы будете собирать стадионы. И вот это любой дистрибьютор, начинающий бизнесмен, начинающий бизнес-леди, человек, который делает первые шаги в MLM, обязательно будет проходить этот путь. Это просто такая истина. Это универсальная вещь, это просто-напросто не отменить. Это будет у каждого человека. So I made an agreement with all my friends. I made an agreement with all my friends and all the people that I knew and I liked and I trusted. And the agreement was this. You keep calling me crazy, you can do that, but I'm going to keep my dream. И я заключил такой негласный договор со всеми теми, кто называл меня сумасшедшим. Я сказал им одну вещь. Ребята, называйте меня как угодно. Считайте меня сумасшедшим, психом, но я буду человеком, который верен своей мечте. Okay, so here's the thing. Is that everybody thinks that they're the only ones facing a problem. Every distributor, you see, when I started with no product and no website and we had nothing, there was a lot of fear. Okay, in one hand, I had all this fear, and that is normal. This is not unique to me. I know there's a lot of distributors out there and a lot of people that are dreaming about a future, but what's holding them back, they got so much fear. They've got so much fear that they're not even taking a step. Guys, if you're having fear, that is normal. Get over it. It is normal. It happened to me. It happens to everybody. You're not alone. So on one hand, you got to deal with this. This is real. We've got some fear. Okay. So, and I'll talk about the other end. И самым интересным фактором, который, естественно, мешал людям принять позитивное решение по отношению к моему предложению, являлся, конечно же, страх. Да я и сам через это прошел, потому что и у меня тоже был страх, когда я слышал о некоторых интересных вещах. И я преодолевал этот страх сам. И советовал, и говорил людям, что я тоже через это прошел, мне тоже было страшно. Так что, с одной стороны, мешать будет вашим близким к вам присоединиться, это страх. А сейчас я расскажу, что с другой стороны может также помешать и быть препятствием. So everybody has fear. If you're having fear right now, don't think that it's not normal. It is completely normal. But on the other hand, you're going to have your own dreams. And here's the strategy. You've got the fear in this hand. And in most cases, the fear is so high and so heavy that it doesn't allow you to have your dream. But what you can do is you can take your dream and make your dream so much bigger that the fear disappears. If you focus on your dream, if you focus on your goal, if you focus on what kind of car you want to drive and the house you want to live in and the vacations that you want to take and focus on your dream, the fear will disappear and you won't even remember it was ever there. И с другой стороны, если с одной стороны у нас есть страх, с другой стороны положите просто на весы свою мечту, что вы хотите, кем вы хотите стать, где вы хотите жить, где вы хотите, чтобы была ваша семья, ваши близкие. Фокусируйтесь на том, о чем вы мечтаете и что вы хотите. Постоянно. Если чувствуете, что у вас появляются мысли о страхе, сразу начинайте думать о вашей мечте, что вам интересно, что вы хотите. И когда ваше сознание будет полностью поглощено тем, о чем вы мечтаете, страх он просто-напросто будет уменьшаться до тех пор, пока он вообще не исчезнет. Поэтому мечта является просто потрясающим инструментом для того, чтобы, во-первых, избавиться от страха, а во-вторых, естественно, еще и продвинуть свой бизнес.
And so in my particular instance, I focused everything I had. 1,000% of my energy was on the goals and the dream and the vision of creating something really, really big. And the fear dropped, and that's when my friends realized he's not going to stop. This guy, we don't understand what he said, but he's serious, and he's committed, and that's when they start following. И вот If когда... they said to me, "You're crazy," and I said, "Oh, I know I'm crazy and I'm full of fear and we don't have anything, and poor me," they would have just kept on laughing, right? But I stayed focused on the dream, and sooner or later they realized that they wanted to follow someone with a big dream, not just talking. И вот когда мои друзья, мои близкие, знакомые, родственники стали идти вслед за мной в мир MLM-бизнеса, это произошло тогда, когда я показал им, что у меня действительно не было страха, я фокусировался только на своей мечте. Я делал то, что я делал, и люди смотрели и думали: нет, этот парень точно не остановится ни перед чем, он идет, он не тормозит, он продолжает свое дело, он гнет свою линию, он вопреки общественному мнению, вопреки мнению своих друзей и близких, он занимается этим делом, он серьезен в своих намерениях. Да, мы не поняли, что он сказал, конечно, непонятно, о чем он там говорил, и было все это странно, но он это делает и ни перед чем не останавливается, его не останавливают негативные мнения со стороны близких, он продолжает делать то, что делает. Да, вот надо за ним пойти. Вот в этот момент, когда люди видели, что я делал то, что я делал, они говорили: да, лучше, конечно, присоединиться, потому что этот человек очень серьезный. И не останавливается. Yeah, I've been in rooms, Saeed, with maybe 5 people and sometimes 20 people and sometimes 110,000. I've been in rooms with 22,000 people. And I can always quickly tell very fast who's dreaming and who's focused on the fear. I can always see it no matter how big the audience is. And I can see it fast, and I'm going to show you in a second here how it's possible. И вот самое интересное, я бывал во своей жизни, мне удалось бывать в комнатах с 3, 5, 10 людьми, в аудиториях со сотней, с 2 сотнями людей, на стадионах с несколькими тысячами, в 20-25 тысяч человек. И везде, где бы я ни был, у меня получалось определить сразу, у кого в глазах светилось желание воплотить мечту в реальность, а у кого в глазах светился страх перед новой возможностью. Я сразу это чувствую. Не важно, сколько народу передо мной. Я могу различить, у кого в глазах страх, а у кого в глазах желание воплотить свою мечту в реальность. И сейчас я вам расскажу, как я это делаю. I noticed Igor in his introduction, and I knew right away when I saw him up there in his nice bow tie and his beautiful white jacket, I knew that this is a man who has big dreams, and here's how I can tell. He was always smiling. He's happy about something. We don't know what he's happy about, but I want to follow that guy because he's happy. And can you imagine if Igor came on and he says, "Oh, thanks very much for coming out. I'm so happy. I'm so happy that everyone is here." People would leave. They would leave the webinar. They'd say, "Get me out of here," right? But if you're smiling, most chances are you're thinking about your dream. If you think about your dream, people are always smiling. They're always happy. And so when I'm speaking to 5 people or 30 people or 22,000, I'm looking for everybody that's smiling, and I'm going to address those dreamers because that is one of the key simple strategies to create a big business. Focus on your dream, not your fear. Your fear is still going to be there. И вот прекрасным примером человека, у которого в глазах светилось именно желание воплощать свои мечты в реальность, но не страх, был Игорь Жабин, человек в красной бабочке, который жестикулировал, улыбался, радовался, смеялся, рассказывал с таким энтузиазмом об этой конференции, о проекте. И я могу с уверенностью сказать, что вот этот человек, он не боится, он хочет добиться своей мечты. Я бы за таким человеком бы последовал, я бы пошел за ним. Поэтому, друзья, те люди, с которыми я общался, и я сразу видел, что кто улыбается, у кого был энтузиазм, кто был на настрое, на подъеме, я именно к тем людям и обращался. Если представить, что Игорь бы вот так вот сказал бы сейчас вам: ну, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на конференции Инфобизпортала. Ну, спасибо, я счастлив. Давайте начнем уже наше мероприятие. Все бы ушли бы отсюда. Все бы сказали бы: до свидания, бай-бай. Да, и все. И это бы закончилось. Но у него был подъем, у него была мотивация, в глазах светилась радость.
это вот такие люди и действительно мечтают о том, чтобы их мечты воплощались в реальность. Saeed, when you were explaining that, I almost clicked off the webinar. You were so depressing. I almost clicked off the webinar. Вот как раз, Саид, ты показывал мне второй такой вот экземпляр человека, который говорит таким неуверенным голосом. Я чуть было не нажал на кнопку «Выйти» из этого вебинара. Так что, Саид, будь осторожен, когда ты переводишь. Не драматизируй слишком сильно, а то я бы почти поверил, что ты действительно не совсем счастливый. So you know right now there are distributors that are on this webinar, and they have groups, they're growing their business, and they are laughing maybe at themselves because they can see, oh, that's what I'm doing. Be happy about something in your life. Focus on a dream. People will follow you. So feel good. Even though maybe the money's not in the bank account right now, it's not, I'm going to feel good once I have the money. No. That's amateurs. Professionals going to feel good now. And the money will come. When you feel good now, and you feel happy now, you will attract more people to you. But if you're feeling, oh, come into my business, and when we make money, I'm going to be so happy, I'll be a good guy to be around. So you get the concept, right? And then everybody can practice. You can practice starting right now. Everyone, I'm watching you. I know how many people are in this room. I'm watching everyone. Everybody better be smiling, okay? Because I know where you live. Самое главное, дорогие друзья, не забывайте, что вы будьте всегда радостны, счастливы, будьте в потоке энтузиазма, радуйтесь. Пусть даже сейчас и не идут большие заработки, пусть даже сейчас ваш банковский счет не настолько полон, каким бы вы его хотели видеть. Всегда знайте, будьте счастливы, будьте радостны. И люди, почувствовав это, вашу энергетику, они тоже захотят пойти за вами и скажут: ух ты, какая классная, или вау, какой молодец, это им будет интересно. Что отличает профессионалов от любителей? Профессионал знает себе цену и знает, что он добьется всего, даже несмотря на то, что результатов пока нету. Поэтому, если вы подходите к потенциальному партнеру, дистрибьютору и говорите: ну да, я буду прекрасным, я буду самым счастливым, только вот будь вместе со мной, вступи в мою компанию, и мы будем вместе, все будет круто, да вот так. Нет, даже если человек и не вступает в ваш проект, улыбайтесь, все прекрасно, не он так следующий. И когда он увидит, что вы, несмотря на все это, говорите: все классно, great, люди пойдут за вами, это обязательно. Поэтому запомните, будьте всегда счастливы, всегда радуйтесь. И сейчас обязательно улыбайтесь, потому что хоть я сейчас и не знаю, сколько вас, но я знаю, где вы живете, у меня есть ваши IP-адреса, и я смогу найти ваши дома. Поэтому, пожалуйста, улыбайтесь. Imagine two people, same company, same product, same system, same everything is the same. One person is always depressed, come please join my business, and the other person, they're making the same amount of money, and the other person is smiling, they're happy, they're thinking about their future, they're thinking about all the goals and the dreams that they have. Who are you going to join? You're going to follow the person that's happy. You're not, into it, just your intuition. And so sometimes people are like, because I heard another question, I've talked to 100 people, nobody said yes. Nobody said yes. I'm so depressed. It's like, look in the mirror when you do your next presentation. Do one to yourself and try to do your presentation with a smile most of the time. And you will change your results so fast. And so if you're talking to 100 people, and nobody said yes, it's not them. Don't blame them. It's what are you saying? How are you saying it? How's your enthusiasm? Are you serious? Are you happy? And there's therein lies a small secret that's worth another 100,000 to somebody. И давайте себе представим, дорогие друзья, двух человек, которые работают в одной и той же компании. Они занимаются распространением одного и того же продукта. И даже получают одни и те же чеки. Но только один из них он счастливый и радостный, а второй такой вот грустный и несчастливый. И за кем бы пошли вы? Вот кого бы вы выбрали интуитивно? То есть имейте в виду, дорогие друзья, что человек, который радуется, который счастлив, который светится энтузиазмом, за таким человеком идут люди. А если, например, во время презентации у вас был такой разговор, и вы сказали, что я счастлив, вот мой бизнес, проект классный, продукт тоже, и никто не пошел, посмотрите в зеркало, пошли бы ли вы за таким презентером, за таким спонсором, за таким человеком, за таким наставником? Если никто за вами не пошел, не ругайте их, посмотрите на то, что вы говорите и как вы говорите, и все будет просто великолепно.
No matter how bad things are going, I got to give you another little secret. It's impossible to smile and to look up a little bit and look up a little bit and get depressed. It's impossible. You cannot get depressed if you have a smile and you're looking up. I don't mean like this. If you're looking up with a smile, you cannot get depressed. And so if someone is not feeling good, all they got to do is smile, look up a little bit, and immediately, within a minute or two, their energy will start to change, and all of a sudden they're on their way. So practice, 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 smiling, feel good now, don't wait. Feel good now, and good things will come. Yeah. Маленькое такое упражнение, которое мне очень сильно помогло. Конечно, бывали моменты, когда чувствуешь, что нет настроения. И я вот что вам хочу посоветовать. Всегда улыбайтесь. Постоянно упражняйтесь в том, чтобы вы постоянно улыбались. И если вдруг чувствуете, что вам становится грустно, улыбнитесь и посмотрите вверх немножечко, вот так. И вы почувствуете, что вы не сможете вообще впасть в депрессию, что никакой грусти не будет. Я не имею в виду, чтобы вы вот так вот сидели, как-то вот так вот и вот так смотрели из-под лобья. Нет, улыбнитесь и посмотрите немножечко вверх. И вся ваша энергетика, все ваше настроение, оно обновится, и вы будете радостны, счастливы, и вы будете полны энтузиазма и энергии позитивной. И люди это заценят, и люди пойдут за вами. Saeed, I have a little thing I want to challenge everyone to try. Okay, I've got something I want everyone to try, and what they're going to do is the next person that they see, the next person that they come up to, they don't say anything. Okay, so let's say we meet, and all I'm going to do is I'm going to go like this. I'm not saying anything, right? The person going to wonder, what is he thinking? What is going on with that? And they're going to be attracted. They're going to wonder, what is he smiling about? And they're going to want to come closer to you. Or you can go like this, and the person going to say, get me out of here, right? And so try for fun. The next person that you run into, don't say anything. Just look at them and just smile. And let them be the first to speak. And they're going to say, what are you thinking about? You can say, I'm thinking about my business. We're going to get rich. Now you can start the presentation. Очень классный совет на миллион, дорогие друзья. Всем вам. На следующий день, когда вы будете, например, на улице или дома, да неважно в каком месте, ничего не говорите первому попавшему человеку вам на глаза. Просто улыбнитесь ему. И он обязательно подумает, о чем он думает, а что он или она, почему улыбается? И обязательно подойдет и спросит, а почему улыбаешься? И просто скажите, или о чем вы думаете? Просто ответьте, я думаю о моем бизнесе, я буду богатым, или я буду богатой, и все. И вот начинается ваша презентация именно с этого. Вот так вот классно это работает с людьми, которые даже вас могут и не знать. Вот, поэтому это очень классный совет. Сделайте так на следующий день, и я уверен, вы будете шокированы от результата. Let's wrap up with a little bit of personal development, and because I got to jump on another call. But I want to remind everyone, if they enjoyed what they heard today, if it's been beneficial to them, make sure you get back to to Igor, get back to Saeed, Infobizportal, thank them, send them a note, thank you very much. Hopefully they'll bring on other speakers, and that will help you build your business bigger, better, faster in the future. Сейчас мы перейдем к завершающей части нашей встречи. Я расскажу вам несколько фундаментальных основ о лидерском, личностном развитии. Но перед этим хочу вас попросить, дорогие гости, обязательно написать, если вам понравилась наша сегодняшняя встреча, напишите о своих впечатлениях, эмоциях на электронный адрес infobizportal@gmail.com Саиду, Игорю, Ламаре и Ане. И если вдруг какие-то будут пожелания или вопросы, обязательно их тоже напишите, потому что будут у нас еще и другие интересные спикеры в нашей программе, которые также будут делиться с вами вещами, которые будут очень полезны. Не забудьте, дорогие друзья, адрес нашей почты infobizportal@gmail.com. So what I want to do is to wrap up here, I want to talk a little bit about probably the most important topic that I'm going to talk about today. The most important topic is never the product. It's never the compensation. You've got to have a good product, number one. It's got to be an excellent product. You've got to have a nice compensation plan to reward people. You've got to have a simple system. Okay, these are all things that you should have in any kind of company. But the most important part is leadership.
Leadership is the one fundamental key that if someone was asking me, give me one tip, what can I do to build a bigger, better, stronger, faster business? One thing that I could do, I would always say leadership. Let's start on the topic of leadership. И сейчас мы будем говорить с вами о самой важной, основополагающей составляющей ведения бизнеса, любого бизнеса. Это не компенсационный план, это даже и не продукт. Это, конечно, все должно быть важно, я согласен, друзья. Но самым основным фактором в успешности вас и вашего бизнеса, вашей структуры будет являться лидерство. И мы сейчас поговорим в завершении именно об этом факторе, о лидерстве. Now, I know a little bit about this topic, okay? I'm an amateur on this topic, but I do know a little bit about the topic. A lot of people, Saeed, I see them all over the world. They think they're leaders. They're walking in and I'm a leader and they're telling me that they're a leader. But here's the thing, what I noticed. If you look behind that person, and I say if you look behind and there's nobody there, you're not leading anybody, you're just taking a walk. That is not leadership. Leadership is when you have a group of people that are following your simple instructions. And so don't confuse someone with a big mouth or someone with a big ego with leadership. They're not the same. Leadership leads. You're leading people. So I'm going to talk a little bit about leadership, but I wanted to preface it with that. With the difference, because everyone's going to tell you they're a leader. На самом деле, дорогие друзья, я в своей жизни встречал очень много людей, которые говорили мне, что мы лидеры, что мы крутые. Много людей мне так говорят, и я слышу такие вещи от очень многих новых знакомых своих. И как вот я сейчас с вами поделюсь некоторыми вещами, как я различаю настоящего лидера от тех людей, которые имеют просто огромный рот, которые просто много болтают и которые на самом деле никого не ведут за собой. Я расскажу вам об этих наблюдениях и об этих истинах, которые я узнал. A lot of people want the leader to come to their city. You know, come to my city, bring this leader into my city and we'll blow it up. No, you become the leader in your city and the leader will come. It's not about a leader coming to your city. It's about you becoming the leader that will lead your city, that will lead your state, that will lead your country, that will lead the whole organization. You have to work harder on yourself than you do in your business. Самое интересное, друзья, если представить себе два города и двух людей, которые в этих городах живут, один человек является лидером в своем бизнесе, и второй человек является лидером в своем бизнесе, и один лидер говорит другому: приезжай, вот ты лидер, приезжай сюда, в мой город, и мы вместе с тобой тут такой бизнес классный организуем, просто будет фантастика. Нет, неправильный это способ, друзья. Если вы знаете, что в другом городе, например, или в другой стране есть человек, который является лидером, покажите ему ваше лидерство у него, на его территории. Сделайте так, чтобы поедьте в другой город, например, который находится рядом с вашим. И постарайтесь добиться определенного успеха там. И тогда вы сможете этого человека пригласить в свой проект, потому что вы покажете ему, что вы лидер настоящий. If you want to lead a large organization, that's the goal in network marketing. You want to lead a large organization, it's going to start with you. It doesn't start with your sponsor. It's not the company. It's not the sponsor or the big group. It's you. You have to believe in yourself. If you don't believe in yourself, who's going to believe in you? Who's going to follow you if you don't believe in yourself? So you want to practice over and over and develop a habit of developing your belief that it's possible for you to have success in the industry. И самый большой лидер начинается с веры в свои силы. То есть я очень рекомендую, друзья, вот от всей души говорю вам, пожалуйста, начните тренировать свои убеждения и свою веру в то, что вы действительно станете большим лидером, если вы пока таковым еще не являетесь. Либо вы станете еще большими лидерами, если вы уже сейчас лидеры. То есть никогда не теряйте веры в себя и постоянно говорите себе: да, я смогу, да, я это сделаю, у меня все получится. Улыбаясь, естественно, и источая энергию энтузиазма. И все будет просто классно. Поверьте моему опыту, я знаю, о чем я говорю. What I found is there's a book on the market, and this is what changed my life completely. It's called Think and Grow Rich. Think and Grow Rich by Napoleon Hill. It's available in every language. Get the book. If you don't already have it, get the book, okay? Once you get the book, read it again and again and again and again and again. And I'll tell you why once you translate.
Я вам, вот когда я нашел книжку, которая называется «Думай богатей», я ее прочитал очень много раз, вы уже об этом знаете. И я вот рекомендую вам тоже, прочитайте это издание, посмотрите, что там есть внутри, и прочитайте неоднократно. Это моя личная вам рекомендация. Постарайтесь это сделать. А вот почему я даю такую рекомендацию, я вам сейчас об этом расскажу чуть-чуть еще. The book Think and Grow Rich, there's over 1 million millionaires. 1 million millionaires said that was the book that changed their business philosophy. That was the book that had the most influence on them becoming a millionaire. Well, what if that's true? And you haven't read the book? What if it's true that 1 million people said that was the book and you haven't read it, but you're dreaming about becoming a millionaire, but you haven't read the book? And so read the book. Not now, but right now. Я хочу сказать следующее, что согласно моим данным, более 1 миллиона человек, прочитав эту книгу, стали миллионерами, долларовыми миллионерами. И что если это действительно правда? Что если это действительно так? И что если вы хотите стать долларовыми миллионерами? Просто прочитайте эту книжку, я вам от себя субъективно, лично рекомендую, потому что я добился таких результатов благодаря чтению этой книги. Ну не прямо сейчас, естественно, не срываясь с места и убегая в магазин, а вообще прочитайте эту книжку, и действительно вы поймете, что это стоит того. Я вам рекомендую. Once you get the book, invest 5 minutes a day. Just 5 minutes a day, every day, 7 days a week. For 5 minutes, read a little bit of the book. Put it down. Read a little bit more. Put it down. Every day, a minimum of 5 minutes. Okay? Who could do this? Everybody. Who's going to do it? It's so easy to do, it's easy not to do. And so here's an idea of a simple thing everyone can do. 5 minutes a day. Okay, if you can't read, get someone to read it to you for 5 minutes a day. Okay, so no big deal. But read the book. And you cannot read that book and not develop yourself as a better leader. You cannot. It's impossible. And then once you finished it, read it again. Then read it again. And read it again. And notice, even your friends will notice, what is different about you? I'm noticing something, and they won't know, but it's because you're developing your leadership. As you develop your leadership, you will attract a bigger organization. Я вам рекомендую, дорогие друзья, читать эту книжку хотя бы по 5 минут в день. Это более чем реально. 5 минут в день, и так каждый день, до тех пор, пока вы ее не прочитаете полностью. А потом делайте это то же самое снова. Читайте эту книгу периодически и читайте ее снова и снова и снова. Повторяйте чтение, даже если вы ее читали 5 раз, 6 раз, неважно. И ваше окружение начнет замечать что-то непонятное, какие-то изменения в вас, и скажут, что-то с тобой происходит интересное. А интересное будет происходить в том, что вы начнете ощущать в себе лидера, приобретать в себе лидерские качества благодаря этой книжке. And in concluding today, because I have to jump on another call, I want to once again thank Infobizportal. Igor, thank you so much, Saeed, for your awesome translation. I know you did a great job. And again, I want to encourage everyone, if they enjoyed the webinar, if they feel it was valuable for them, to make sure they contact you guys, and at least thank you for inviting them. And I'll leave you with one thought after you translate that. I'll leave you one thought. Я уже почти, дорогие друзья, убегаю на следующий звонок, очень важный корпоративный звонок, международный, и хочу попросить вас о следующем, как я уже до этого неоднократно сделал. Обязательно напишите на электронный адрес infobizportal@gmail.com, адрес инфобизпортала в лице Игоря Жабина, Ламары Жабиной, Ани Нэш и Саида Махмудова, который переводит нашу сейчас встречу. Ваши эмоции, впечатления о сегодняшней встрече. Ну, как я до этого говорил, о вещах, которые являются проблематичными для вас в достижении вашей цели, потому что, открываю личный секрет уже от себя, встречи такие будут повторяться у нас еще и еще, поэтому чем больше мы вас лично узнаем и познакомимся, тем больше вероятность, что дальнейшие встречи будут более полезными и более интересными для вас и для вашего проекта, для вашего бизнеса. I'll leave everyone a little clue. Saeed and also Igor, we're working on a project. It's a top secret. It's like the CIA in the U.S. or in Russia. Maybe it's the KGB. In Canada, it's the RCMP. But it's very top secret. But here's a clue. I'm looking forward to meeting. If you're on this call, I'm looking forward to meeting you sometime in 2014.
And so that's a clue. We can't say anything more because it's a top secret. And so with that, thank you so much, and I'll let you guys continue with your event, and we'll look forward to seeing you down the road. Let me translate that, and then you can do your business, okay? Thanks. Right. Дорогие друзья, я хочу сказать еще раз всем огромное спасибо за то, что вы сейчас с нами. И я и Инфобизпортал в лице Игоря Жабина, Ламары Жабиной, Ани Нэш и Саида Махмудова, которые переводят эту встречу, мы работаем над очень секретным вкусным проектом, целью которого будет личная наша встреча с теми из вас, кто сейчас тут присутствует, и меня. Я, Шейн Морэнда, лично в реальной жизни смогу увидеться с вами в очень ближайшем будущем. Поэтому, если вам это интересно, если вам интересно пообщаться лично со мной и задать лично мне персонально какие-то вопросы, пишите эти вопросы на электронный адрес infobizportal@gmail.com, в адрес Инфобизпортала. И я буду очень рад увидеться с вами. Не могу обо всем сейчас рассказать, потому что проект это супер секретный. Лично проект мой и Инфобизпортала. Вас, дорогие друзья, ждут потрясающие новости, сюрпризы, подарки и много чего интересного. И я должен оставить вас, убегаю. И желаю всем успехов и очень жду со всеми встречи. Сейчас, дорогие друзья, с вашего позволения, я попрощаюсь от всех на английском языке с нашим дорогим гостем и также пожелаю ему успехов. Dear Shane, we're really excited and happy to have had you here in our meeting. And on behalf of Igor Jabin and Lamara Jabina and Anya Nash and myself, of course, as well as the guests, we want to say thank you very much for your spending time on us and for your coming. It was unbelievable for many people when they heard that the person like you is going to be here in our event. And this is real. I'm talking to you right now in front of thousands of eyes. And I just want to say thank you very much. So what I would like to do is ask everyone on their notes. Okay, they've taken notes today. I'm sure everyone's taken notes. Look at your notes, review your notes, and when you get back to Saeed, when you get back to Igor, write what were those notes worth to you. Was it worth $10? Was it worth $100? What do you think? And put a real number. Don't say priceless. Don't say priceless. Put a number. If it was worth $100, well, guess what? You didn't pay to come to this event, but how much did you take from this event? And the higher the number, the better for you. So with that, I'm getting called. We'll see you at the top, and I look forward to meeting you all in person, I hope, sometime in 2014. Bye for now. Thank you very much. Take care. Thank you. Thank you. Дорогие друзья, на связи только один я. Перевожу последнее напутствие господина Шейна Морэнда. Пожалуйста, напишите на электронный адрес infobizportal@gmail.com, насколько полезна была наша с вами встреча. И постарайтесь дать оценку в цифрах. Пусть это будет какой-то, например, балловый эквивалент или любая другая цифра. Потому что не пишите, что это было бесценно, это было суперски, это было вау. Пусть будет какая-то цифра определенная, какая-то шкала, там, я ставлю там 40 по 40-бальной шкале, или там 2773 по шкале 2800. Ну, в общем, дайте оценку, насколько вам это было приятно, полезно и образовательно, глядя на ваши заметки, записки. Это очень нам важно для обратной связи. И еще раз хочу сказать, буду рад видеть всех вас в 2014 году, очень скоро на личной встрече со мной, с Шейном Морэндом, и очень жду этого. До скорой встречи и до свидания. Дорогие друзья, Саид Махмудов переводил эту встречу. Мне было безумно интересно это делать. Я сам по профессии переводчик-синхронист. Ну, волновался, конечно, тоже очень сильно, потому что не готовился абсолютно. Был такой перелетный день. У меня Ну что ж, Саид, я думаю, что ты заслужил аплодисменты и, конечно же, те большие комплименты, которые сейчас в чате льются именно в твою сторону. Друзья, но великий Шейн Морэнда выступал прямо для нас с вами из Канады, Торонто, и мы с вами ждем в ближайшее время, конечно же, матч хоккейный, но тем не менее спорт есть спорт. Итак, вы зафиксировали все главные моменты. Знаете, лично я в свою очередь удивляюсь, человек, который возглавляет организацию, которая исчисляется миллионами, и, конечно же, товарообороты, и как мы
говорили, что Инфобизпортал приглашать будет великих сетевиков. И, как уже сказал Саид, напишите в чат ваших контактов, в фейсбуках, кто является для вас примером, кто для вас является кумиром, потому что сегодня межсетевая структура, сегодня много лидеров, много команд, много компаний присутствует. И мы благодарим каждого из вас, потому что этический момент, я могу сказать, ребята, сегодня вы показали действительно прекрасный этический момент. В чате все доступно, все настолько вежливо, все настолько конструктивно. И это говорит об этике, это говорит, конечно же, о межсетевых проектах, которые Инфобизпортал готовит вам великие сюрпризы. Саид уже сказал, что буквально в ближайшее время вы встретитесь с новым спикером, и уже по договоренности компании, команды Инфобизпортала уже есть как минимум порядка 10 прекрасных гостей, которых вы читали, которых вы слышали, и, конечно же, ждем с вами новых встреч. В свою очередь, команда Инфобизпортала благодарит вас за время и следите за новостями, следите за вашими e-mail'ами, потому что в ближайшее время вы получите исключительную информацию, потому что цель Инфобизпортала – дать максимально полезную информацию. И как вы знаете, что позиция Инфобизпортала заключается в том, чтобы налаживать деловые полезные отношения с миром, с коллегами, со знаниями. И действительно эти полезные знания дадут вам возможность выйти на новый уровень. Если вы новичок, если вы топ-лидер, если вы человек, который занимаетесь как MLM-индустрией и как предпринимательством, вы точно найдете в наших выступлениях и в гостях, которые люди будут приходить и выступать перед вами, вы будете первое экономить время, друзья. Потому что сегодня Шейна Морэнда дал столько рецептов. С одной стороны, знаете, сидишь и думаешь, что вроде бы ты где это слышал. Но если человек, построив такую огромную организацию, говорит об этом, есть два метода. И помните его пожелания. Либо изобретайте велосипед, либо делайте то, что говорят нам люди, которые добились больших результатов. Ну что ж, команда Инфобизпортала благодарит вас и прощается с вами. И до новых встреч. И с большим нетерпением мы ждем новых гостей и новых, соответственно, великих свершений в вашей жизни и в нашей жизни. С вами был Игорь Жабин, Россия.